Всем привет! В последнее время мы видим, как чингуки начали распространять слухи буквально из ниоткуда. Каждый раз, когда они замечают, что Чингук и Тэхён проводят больше времени вместе или становятся ближе, группа людей, похоже, начинает выдумывать истории, чтобы очернить их отношения. Это стало обычным делом, они пытаются выдумать истории, но в итоге только опозорят себя. Яркий пример — концерт Тайлера, он состоялся дважды, 13 и 14 сентября. 14 числа официальный аккаунт Тайлера опубликовал фотографию с Тэхёном, Намджуном и Джей Хоупом. Эта фотография подтверждала, что они действительно были на концерте в тот день. С другой стороны, Дженни из Blackpink была там 13 сентября, два разных дня, разные обстоятельства. Несмотря на это, чингуки воспользовались возможностью выдумать истории, которых никогда не было. Самое забавное, что все хорошо задокументировано: даты, фотографии и даже видео. Несмотря на это, некоторые предпочитают игнорировать факты и выдумывать собственные истории. В результате Тэхёна и Дженни пытаются связать без каких-либо доказательств, просто потому, что им было удобно подогревать сплетни. Затем возникла тема футболок. На концерте были специальные подарки для VIP-гостей, и Тэхён с Намджуном появились в них лично. Среди присутствующих была подруга, которая пошла с Дженни, и ей вручили одну из футболок. В этот момент Джикук начала утверждать, что Дженни получила подарок и передала его Тэхёну. Проблема заключалась в том, что на видео, где девушка показывала футболку, ее лица не было видно, и эта небольшая путаница породила огромный слух. Но если присмотреться, то одежда на подруге отличалась от той, что была на Дженни 13 сентября, этого было достаточно, чтобы доказать, что подарок предназначался именно ей, а не Дженни. Вот тогда и стало ясно, что все это было выдумкой. Дженни пошла на концерт 13-го, а Тэхён был там 14-го. Они не совпадали, у них не было общего пространства или времени. Все остальное было лишь беспочвенными домыслами. И самое ироничное, что вместо того, чтобы навредить Тэхёну или Чингуку, подобные слухи на самом деле показывают легкомыслие тех, кто их создает. Важно не то, что говорят слухи, а то, что происходит между Чингуком и Тэхёном. То, как они продолжают общаться, как естественно они относятся друг к другу, и как они остаются близкими, несмотря ни на что. Им не нужен никто, чтобы защищать их, потому что то, как они вместе, говорит громче любых слухов. Этот случай с концертом и футболкой – лишь очередной пример того, как они пытаются создать бессмысленную историю. Если взглянуть на факты, все сходится: разные даты, явные улики и детали, опровергающие любую теорию. И пока другие тратят время на выдумывание историй, Чингук и Тэхён продолжают делать то, что делают, не позволяя слухам изменить то, что уже есть. Чингук только что вернулся в Корею, и его прибытие стало моментом, полным эмоций. В аэропорту его ждала толпа, объятая одним желанием – увидеть его возвращение. Атмосфера была радостной, ликующие крики и камеры, фиксировавшие каждое его движение. Но больше всего привлекали его улыбка, спокойствие и энергия, которую он всегда излучает в хорошем настроении. Он был явно рад вернуться и воссоединиться со своим народом. Приветствие показало, насколько сильно он к нему привязан. Речь шла не только о его музыке, но и о том, что он значил для тех, кто следил за ним как человек. Видеть, как он уверенно идет, изредка машет рукой и демонстрирует спокойствие, было достаточно, чтобы оправдать ожидания. Теперь многие надеются, что он отдохнет дома несколько дней, восстановит силы, а затем постепенно вернется к своим делам. Пока Чингук переживал этот момент возвращения, Тэхён тоже проявлял признаки близости, но с другой стороны. На Уиверс он ответил на сообщения, посвященные Тэхёну, что не осталось незамеченным. В этих ответах он подчеркнул, что заботится о тех, кто отмечает то, что он разделяет с Чингуком, и что он также ценит тех, кто поддерживает их, не принимая критику или слухи. Эти детали могут показаться незначительными, но они очень важны для фанатов. Это показывает, что Тэхён осознает важность этих отношений и поддерживает их просто, но искренне. С каждым взаимодействием в социальных сетях он подтверждает то, что мы видели бесчисленное количество раз. Его отношения с Чингуком остаются крепкими, несмотря на все попытки других.
Воспоминания Тэхёна полны особенных моментов. Мы видели, как они смеялись вместе на трансляциях, делились эмоциями, выражая поддержку, или просто наслаждались обществом друг друга. Именно эта естественность объединяет большинство тех, кто следит за ними. Не нужно преувеличивать, ведь то, что они делают вместе, кажется близким и искренним. Вот почему каждое их совместное появление в прямом эфире или какое-то мгновение на публике становится для них чем-то особенным. Многие мечтают вернуться к трансляциям в ближайшее время, ведь именно такое взаимодействие оставляет неизгладимое впечатление. Шутки, смех, спонтанные жесты, которые запоминаются надолго. Интересно, как эти два момента, прибытие Чонгука и активность Тэхёна на Уиверс, в итоге оказываются связанными. Один возвращается домой с улыбкой, которая вселяет уверенность в фанатов, а другой появляется в социальных сетях, выражая поддержку аккаунтам, отмечающим их совместное времяпрепровождение. Они происходят в разных местах и ситуациях, но вместе они создают историю, которая подчеркивает то, что представляет собой Тэхён. Важна каждая деталь, от приветствия Чонгука в аэропорту до комментариев Тэхёна на цифровых платформах. Все это вместе взятое создает целостную картину, непрекращающуюся близость и предвкушение грядущего. Несмотря на слухи и попытки отвлечь внимание беспочвенными теориями, реальность иная. Чонгук и Тэхён продолжают делиться моментами, которые подтверждают то, что многие уже знают, их связь крепка и продолжает крепнуть. Не нужно приукрашивать, именно их повседневные действия ясно показывают, что между ними. Возвращение Чонгука и активность Тэхёна в социальных сетях – две совершенно разные сцены, которые в совокупности передают одно и то же. Тэхён все еще здесь, и связь между ними остается сильной, несмотря на окружающий шум. И это ценят фанаты, потому что они знают, что каждое появление, каким бы простым оно ни казалось, имеет особое значение. То, как Тэхён и Чонгук ведут себя вместе, не требует особых объяснений. Это то, что любой может заметить, как только увидит их. Им не нужно много говорить или стараться что-то доказать, именно небольшие, почти автоматические движения выдают их связь. Когда они рядом, что-то мгновенно меняется в их языке тела. Дело не только в том, что они занимают одно и то же пространство, но и в том, как они его делят. Всегда есть прикосновение, взгляд, жест, который не кажется случайным. Они не стесняются сближаться, искать друг друга, как будто происходящее вокруг них не имеет значения. Это образ жизни, который кажется естественным, как будто они выстраивали его со временем, и теперь он стал частью их. Каждый раз, когда они появляются вместе на живом мероприятии или в публичном месте, предвкушение растет, люди с нетерпением ждут этого взаимодействия, потому что знают, что всегда будет что-то запоминающееся, общий смех, спонтанная шутка, жест, который станет темой для разговора. Удивительно то, как эти моменты, какими бы простыми они ни казались, в конечном итоге приводят к переменам. Неудивительно, что многие мечтают о том, чтобы они снова провели прямые трансляции в ближайшее время. Для тех, кто следит за ними, эти моменты бесценны, потому что они раскрывают более подлинную сторону их самих, далекую от того, что запланировано или отрепетировано. Есть одна деталь, которая часто остается незамеченной, но она ключевая. В видео с Тэхёном и Чонгуком есть повторяющаяся закономерность. Она настолько очевидна, что ее невозможно игнорировать, то, как они двигаются вместе. Неважно, окружены ли они людьми или работает камера, их словно соединяет невидимая нить. Один делает шаг, другой следует за ним. Один протягивает руку, а другой отвечает, не задумываясь. Это словно безмолвный танец, состоящий из жестов, которые, кажется, идут скорее от сердца, чем от разума. В такие моменты их естественность, вот что бросается в глаза, они не выглядят принужденными и не пытаются что-то доказать. Они просто текут, в этом и заключается магия их отношений. Им не нужны громкие заявления, чтобы выразить свои чувства, достаточно одного взгляда, чтобы заполнить пространство. И хотя все происходило незаметно, наблюдатели прекрасно улавливали основную идею, их связь простирается за пределы публичного пространства. Их появление на таких платформах, как Уиверс, также демонстрирует эту связь. Например, когда Чонгук появился через некоторое время, а Тэхён был активен в той же социальной сети, совпадение не осталось незамеченным.
Для многих это было не просто совпадением, эти моменты в конечном итоге усилили ощущение близости, как будто в их присутствии царила постоянная синхронность. Однако во всем этом бросается в глаза не ярлык, а естественность отношений Тэхёна и Чонгука. Им не нужна категоризация, чтобы почувствовать их связь.